Всем привет, меня зовут Ольга, мы находимся в отделе Гурдекор, занимаемся декоративными штукатурками и показываем некоторые способы нанесения их своими руками. Мы хотим показать вам, как наносить на стену имитацию кирпича. Можно это делать по-разному, но как минимум я знаю, например, 3 способа. Но мы рассмотрим, для меня он будет легкий, это будет с помощью скотча. Один из вариантов. Наносим. То есть мы будем красить с вами. Покажу краску. Вот такая краска. Она в базе С заколированная, достаточно темный цвет. Этот цвет будет у нас цветом шва. То есть какой вы хотите шов видеть, такой цвет вы краски и колируете. Красим. Вот такой будет у нас цвет шва. Темно-коричневый. Стену под кирпич мы особо не подготавливаем. Ну, то есть где-то что-то подштукатурили, загрунтовали. И этого достаточно. Для перфекционистов можете подготовить. Вообще, я считаю, имитация кирпича это такой достаточно образец, который не надо особо вылизывать стену. Но люди разные, поэтому каждому индивидуально. Краска укрывает за один раз. Мы это в наших видео видели неоднократно. То есть даже вот такой темный цвет, при том, что планшет у нас достаточно старый, на нем что разные цвета намазаны. Окрашиваем все стены в круговую, не думаем о переходах, то есть прокрасилось у вас главное и достаточно. Если где-то жирненько, ну раскатайте, если хотите посильнее. То есть вот такие наплывы бывают густые, ну вот их можно раскатать, чтобы расход краски был меньше. И просто валиком красим. Углы вы делаете кистью, верха низа кисточкой отводите, а остальное все просто валиком. Очень часто вопросы задают: красить кистью? Нет, валиком красьте. Кистью, во-первых, остаются полосы, разводы от кисти, во-вторых, увеличивается чуть ли не в 1,5-2 раза расход краски. Нам это ни к чему. Ну и время, соответственно, или вы кисточкой, или валиком. Покрасили и оставляем ее сохнуть до полного высыхания. Краска высохла. Дальше что нам нужно сделать? Мы должны понять, какого размера мы хотим кирпичи. Ну, то есть вот большие, маленькие, узкие, длинные, какие. И вот этот размер вы для себя определите и примерно для себя разлинуйте на стене, где чего. Я, например, вот сделаю там ширина, высота вот этого кирпича у нас будет 8 сантиметров. Поставила себе отметки. Берем вот такой скотч, он узкий и готовый. Можно в теории нарезать широкий сейчас. Ну, можно взять, например, обычный вот такой скотч и его нарезать. Но это Марокко. Есть готовые скотчи, вот они. Они есть 6 мм и 10 мм. У нас они в наличии. То есть мы берем этот скотч и приклеиваем вот по этой метке. Раз. Приклеили. Дальше снова берем, отмеряем еще 8 сантиметров. И также по метке приклеиваем. Вот сейчас обязательно кто-нибудь найдется, кто напишет: попробуй это сделать на стене. Вот обязательно. Ну так кто сказал, что легко-то будет? Если вы хотите кирпич, вы же его на долгие годы хотите. И хотите за 2 минуты это сделать, не получится так. Надо усилия приложить. Если вы хотите сделать сами, то вот послушайте, что вам говорят. Есть разные способы. Вы можете наше видео смотреть, еще чье-то. Но мы же опытом с вами делимся. И, пожалуйста, без грубостей можно обойтись как-то. На стене делается точно так же. Разлиновывается и клеится точно так же. Меряем 8 сантиметров. Что касается ровности вот этих полос, допускается какая-то кривизна, потому что и кирпич тоже, в том числе, он где-то что-то вот до миллиметров не надо впадать. Допустим, 8. Снова. Вы можете сразу это разлиновать, одновременно разлиновать, и потом разом клеить. Мне вот так легче. Легче черточки поставить и приклеить. Здесь вот в чем плюс. Вы можете шов сделать себе любой. И любой цвет материала. Заколеровать и нанести. Вот в этом способе.
Например, что касается трафаретной техники, для меня там сложнее трафаретом делать. Показывать не будем, может быть, когда-нибудь потом. Для меня трафарет сложнее, чем вот скотч. Скотчем полегче. И потом то же самое в обратном направлении. То есть вот так вот мы расклеили. И то же самое в обратном направлении. Вы какой хотите размер кирпича? 20 сантиметров? Ну вот исходя из того, что у нас планшет шириной 50, давайте я сделаю кирпич, у меня будет длиной 25 сантиметров. То есть здесь я ровно сделаю вот так. А дальше мы его будем центровать. Так, 25 это по 12,5 в обе стороны. Вот так примерно, да? Вот так. Раз. И сюда 12,5. Ну, то есть вот так примерно. То есть вы размечаете это все хозяйство и также клеите. Раз. Обрываем скотч. Здесь у нас, он же должен у нас перекошенный идти. Вот мы его и сюда таким образом. Раз. Раз. И все. И вот так вот через одну идем. Раз. Два. Раз, два. Вот такой кирпичик. Это достаточно муторно расклеивать, а дальше все гораздо легче, чем может показаться. Вот так. Раз и раз. Теперь мы берем штукатурку, какого вы хотите цвета. Она может быть белая, она может быть колерованная, и темнее, и светлее. Вот как вам хотите, так и сделаем. Мы взяли приблизительно похожий цвет, но он будет у нас светленький. И мы наносим, то есть берем штукатурку на кельму, накладываем ее на кельму и наносим вот таким вот образом прямо по скотчу. Если хотите жирнее, я, кстати, могу сказать, что мы наносим сейчас, используем декоративную штукатурку Прованс. Материал очень эластичный, он более-менее держит слои, ну, покрупнее. Не все штукатурки держат слой. Если вы хотите пожирнее, то накладывайте пожирнее. Ну, то есть ступенька, понимаете, о чем речь, да? Вот эта вот ступенька углубления будет глубже. Тогда нужно штукатурку потолще слоем. Но в принципе, когда вы делаете вот в таком положении кирпич, его и так видно, потому что у вас шов одного цвета, а кирпич другого. Наносим. И вот смотрите, когда вы на большой стене, вы делаете таким образом. Нанесли. Давайте вот так сделаем. Нанесли. И пока штукатурка сырая, нам нужно снять скотч. То есть мы его снимаем. Снимаем его вот таким образом. До того момента, вот здесь, не надо снимать здесь. Вы сейчас на стене находитесь, а не со мной на планшете. И вы снимаете вот таким вот образом. Раз, скотч оборвали. Потому что дальше-то не нанесено. Вот так. Скотч оборвали, выкинули. И таким же образом вы делаете здесь. Скотч оборвали, выкинули. Скотч нужно снять, пока штукатурка сырая. Иначе потом вы его оттуда не отковыряете. Все вроде легко и просто, да? Вот кирпичик. Обрываем. И так делаем каждый участок. Ну, то есть небольшими участками. Наносим, наносим, обрываем. Приступим дальше. Наносим штукатурку. Соединяемся вот здесь вот. Понятное дело, что вот сюда на швы мы уже не заходим. То есть швы уже трогать не нужно. И вот таким образом мы соединяемся. Раз, где-то лысина добавляем. Где-то лысина добавляем.
Расход здесь зависит от толщины слоя кирпичика. Но в среднем это как минимум 1,5 килограмма на квадратный метр, а то и где-то и 2, может быть, и 2,5, смотря какая будет у вас толщина. Снимаем скотч пока сыро. Вот так. Снимаем, снимаем, снимаем. Прямо спокойно его цепляем и снимаем. Здесь с краев цепляем и снимаем. Теперь еще, пока вот мы тут сейчас с вами снимаем скотч, мы еще ему дадим подсохнуть, потом мы почистим еще его. В процессе пока снимаем скотч. Чем отличается декоративная штукатурка на стене, вот имитация кирпича, от гипсового кирпича? Для меня, например, как вот гипсовый камень, это гипс, хрупкий, ломкий материал. Это гипс. А это акриловая основа. То есть, что касается удара прочности, это совсем разные материалы. То есть, это небо и земля. По цене, я думаю, что одно и то же выходит. Что вы кирпич купите, будете клеить, что вы штукатурку купите, одно и то же будет. Обязательно спросят, можно ли это сделать из гипсовой смеси. Можно, почему нет? Ну, просто это гипс, это будет хрупко. Ну, то есть, вот разница. Гипсовая смесь и акриловая вот эта штукатурка. Штукатурка, она крепче все-таки будет гораздо. Вот так вот у нас получилось. Сейчас мы руки помоем и дадим ей подсохнуть, и ее завершим работу. Полностью высохла наша штукатурка. Делали мы ее из Прованса, напоминаю. Что мы сейчас должны сделать? Но я думаю, что надо это подшкурить, подшлифовать, потому что очень царапается на руку. Мы когда скотч снимаем, у нас же штукатурка за скотчем тянется, и вот эти вот острые края, они остаются, они никуда не деваются. Берем шлифовальную сетку или шкурку какую-то и снимаем эти края. Вот по сути можно уже так и оставить. Убрать пыль. Можно так и оставить. Можно просто покрыть лаком. Он не даст вам никакого эффекта, он просто это все пропитает и даст дополнительную защиту. Дополнительную. Вот можно так и уже оставить. Но давайте покроем воском вот таким вот колерованным. То есть подберем подходящий цвет и немножечко по верхам покроем. Мы заколеровали. И идем по верхушечкам, чтобы как-то выделить кирпичик. Вот. То есть мы просто по верхам губкой проходимся. То есть у нас где-то в углублениях остается светло. В углублениях светло, а по верхушкам у нас другой цвет. Вот. Одновременно вам и защита, одновременно вам и цвет дополнительный. Вообще вот у каждого своя фантазия. Цвет вы можете выбирать любой. Не обязательно вот надо именно делать так. Вы можете и покрывать его патиной какой-то или еще чем-то. Основной смысл, что мы сейчас показываем, это как можно сделать кирпич. Вот эти вот размеры вы для себя сами определяете. Можно сделать маленькие кирпичики, можно большие. Можно вообще сделать вот такую вот разлиновку. Не обязательно кирпич. То есть пусть это будут вот такие вот полосы. То есть вы нанесли, и у вас расшивка такая полосы. Вот так это именно делается. Ну, как-то так. Все, что мы хотели показать. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если не понравилось, то пишите в комментариях, что именно не понравилось. Будем дорабатывать. Всем пока!